Понедельник. Меня зовут Нургун Атаков, Мадияр Нурманбетов, Шахром Шукуров и Назим Сафари. Назим Сафари. Рахмат. Я Саха, якут, но правильно будет Саха. Неправильно, а приятно будет Саха. Просто когда нас называют Саха, мы сразу, вас любим. Да, Саха. Казах. Приятнее будет казах. Казах. Узбек. Узбек. И сегодня с нами таджик. Таджик, давай попробуем. Если что, таджики не тюрки, таджики... Это персидский народ. Персидский народ, да. Подождите, давайте я сразу вкину, чтобы потом ко мне претензий не было. Смотрите, я наполовину таджик. В Таджикистане я не был. Да? Сегодняшняя тема достопримечательности твоей страны. Почему смешно? Что там... Я в Таджикистане не был. Я хочу сказать, что технически на моем месте мог быть любой человек, у кого есть доступ в интернет. Поэтому, поснисходительней. Блин, то, что я тоже буду рассказывать я там тоже ни разу не был. Все нормально. Тоже Забудьте, что я сказал. Мне нравится думать, что ты вчера «Орел и решка» смотрел такой. Я смотрел. Что бы пересказать, да? Я смотрел. Ты золотой картой был или со 100 баксами? Я на макбуке смотрел. В Ташкенте снимаем. Да. Что, как? Ташкент? Смотри, это у вас надо спросить, как вам Ташкент? Вы приехали. Четко. Да, очень круто. Уже хорошо. Еще я очень рад, что я хожу, и мне жарко, да? Мне жарко, я прям потею здесь. И мне все здесь говорят, сейчас прохладно. Да. Это правда. Сейчас зима у нас. Летом здесь вообще невозможно, наверное, да? Там солнечный удар был у кого-то. В тени. Сегодня тема туристические места. Давайте я первым начну рассказывать. Но я скажу, в Якутии туристам, если вы хотите переехать, вы должны во всех странах быть, вы уже устали, вы же такой, какой Таиланд, какой Вьетнам. Уже вот такие, да, уже устали от всего. Тогда именно приезжайте в Якутию. Смешно? Да. Смешно, что ТИС ты круто прорекламировал, а туристические тебе не заплатили. Странно же, ты нигде не был, да? Ты живешь, а потом первым городом, который ты решил поехать, это в Якутию. Сначала надо в других местах побыть, надо, чтобы понимать, чем отличается. А потом вы после Якутии поймете, что, оказывается, Таиланд, Вьетнам очень круто было. Не, в Якутии тоже. В Якутии экстремальные туристы приезжают. Просто обычный турист, который латте пить, вы не сможете приехать. Во-первых, там любой латте это айс латте. Просто вопрос, Нургун. Если бы мы засобирались прямо сегодня вылетать из Ташкента в Саха, в Якутию, сколько бы времени или денег это у нас заняло? Если прямо сейчас мы через неделю билеты покупаем, наверное, будет типа $10 тысяч и $5 тысяч только на билет. На человека? На человека, В одну сторону? В одну Это сторону. на Это даже одной может планете? быть на одну сторону. Туда же. Где-то будет 150 тысяч рублей выйдет. Типа 120 тысяч рублей. $1500. Это полторы. лось это полторы. заходит в стоимость? Лось заходит в стоимость? Лось? Да. Не, это чтобы вы Без лося? в аэропорт зашли, это того стоит. Там выйти еще дороже. А потом еще с аэропорта выходите. Туристические места у нас в Якутии. Ладно, по городу можно ходить, да, по городу. А если вы хотите в Якутии где-то места, где рыбалка, охота и заниматься, вы должны быть очень богатым человеком. Там... И подготовленным. Да, еще тебе надо одежду купить. Ты на одежду потратишь очень много денег. Потому что холодно? Холодно, да. А если ее здесь купить? Здесь купите, но... Не пустят в этом вас. Просто ты в этом куртке там умрешь просто. Да, серьезно. Прикинь, заплатить $5000. Первый шаг и все. Выходит. Ты должен, там аэропорты вроде аренду сдают куртку. Прикинь? В аренду? Да. Вау. Ты Ты можешь- возвращаешься из Якутии, если возвращаешься, ты ее в аэропорт обратно оставляешь. Да. Офигеть. Вот такая... Берешь в аренду куртку, сдаешь паспорт, да, получается? Наверное, паспорт.
Не знаю. Паспорт сдаю. Да там, мне кажется, когда такие холода, уже паспорт, там типа жизнь на кону. Ну Как да, будто да. документы уже не играют роль. Просто я слышал человек, который вроде из Узбекистана приехал к нам, да? Какой-то блогер приехал. Да, недавно, по-моему, да? Недавно, по-моему, ага. Или он, или другой, короче, он у себя все эту куртку взял здесь. Он приехал и там понял, что он зря здесь все купил. И все там арендовал. А про какие температуры идет речь вообще? Минус 50. Нормально? Да. Нормально. Но в целом по модулю у нас температуры равны. Да? Шутка для математиков. Да. У вас плюс 50, да? Ну, плюс-минус. Блин, у нас летом может быть плюс 40. У нас тоже есть, да. А. И еще у нас солнце настолько так светит, у нас солнце вот так светит. И как будто тени нет. И реально, вот он солнце смотришь, и вот так. Он вот здесь будет. Я не прямо. понимаю. Как оно вот так, да? Он солнце... Например, когда ты солнце видишь, солнце вот так, и поэтому тень появляется. Да? Ну, может, это люстра была? Ну, типа, в Якутии есть места, где время, в которое тень, просто ты даже не найдешь тень, типа. А северное сияние там есть? Северное сияние есть, ага. Тема. Вот ради него, как туриста, Да, такая, можно, мне кажется, согласен. это интересно. Вот. Согласен. Это такая... А сколько по времени все-таки, если мы засобираемся лететь? Сколько времени лететь? Да. Ну, отсюда, наверное, до Москвы сколько летите? Часа 3-3,5. Да, вот столько тратите, и потом из Москвы до Якутска 48 часов. 6,5 часов. Ну, То есть где-то, 10 часов. да, 10 часов. Угу. У нас, например, из Якутии в Америку лететь ближе, чем в Москве лететь. Да, да, я тоже на глобус смотрел, по-моему, да, близко. Ну, типа, у нас экстремальные условия. Ну, типа, если вы хотите прям холод почувствовать, ну, хотите почувствовать? Вы же чувствовали холод? Не-не-не. Это какой-то странный туризм. Хотите почувствовать холод? По-моему, тут кто-то кого-то обманывает. Это кто-то хочет заработать. Но я так понимаю, тот холод, который я чувствовал когда-либо в жизни, все равно не сопоставим с холодом, который у вас. Да, да, да. Потому что у нас в Якутии, когда ты на улицу выходишь, и ты сначала не понимаешь, что тебе холодно, как будто нормально, и потом через 5 минут все начинает болеть, начинает. Ну, типа, и ты прям знаешь, что через час тебя не будет. Ну, ты же в курсе, типа, такое. Офигеть. А у вас бывает полярная ночь? Такого нет. А зимой все равно чуть-чуть светит. Чуть-чуть светит. Я просто офигел, что и темно, и холодно. У нас есть белые ночи есть. Солнце не садится. Ну, это да. Оно вон там, да, получается? Да, Опять про люстру, да, ты, по-моему? А? Опять про люстру, да, ты? Солнце не садится. Да, не садится солнце. Он из своей информации только себе пригодную взял и решил ответить. Ребята, ставьте лайки, это нам очень сильно помогает на продвижение. И реально, типа, лайк это не просто так. Если вы лайк ставите, YouTube думает, что это крутое видео, и он начинает рекомендовать другим людям. И это очень сильно помогает. 20 секунд только займет вот это щелкнуть. Пишите комментарии, да, пишите комментарии, там очень интересно. И ребятам я тоже вам советую, тоже там читайте комментарии. Там больше информации, больше интереса есть в комментариях, кстати. Может быть, когда-нибудь в будущем сделаем новый шоу, где типа вообще будем только читать комментарии, кто что писал. Но обычно в комментариях больше фактов есть. Расскажите своим бабушкам, дедушкам или родителям, братьям, друзьям. Всем расскажите. Реально, пожалуйста, сделаем. Только это займет вам 20 секунд, но для нас это прям все поменяет. Все круче станет. Давайте. Спасибо. Вот. Я хотел рассказать про Ленские столбы. Оно так называется. Прикиньте, это гора, которая почему-то таким стала. Ну, типа, они как полоски вот так стали. Это вулканический, по-моему, да? Нет. Образование. Это я слышал, что из-за вечной мерзлоты, когда в то время все растаяло, и оно вот так вышло. Говорят, это место, у него очень много силы, есть духи, есть слабые люди там, когда выходят, они себя плохо чувствуют. Ну, типа, там подниматься сложно. Не все могут подниматься. И это считается самым главным туристическим местом. Вот это место очень много где хотели фильмов показать, типа фильмов пытаются взять. Ну, типа, скала, вот так, ну, странно, вот так, типа, скалы есть. Интересно. Они очень длинные, высокие, как гора. Извини, а хотели показать в фильмах, но не показали?
Ну, там приехать снимать тоже сложно же. Ну, куртку в аренду, да. Да. Это в труднодоступных местах находится. Да. Ты зимой моешь на машине, когда лед холодный, не холодный, а замерз. Ты можешь приехать. Или можешь приехать только летом на теплоходе. На теплоходе? На теплоходе? Да. Как странно. Как странно вообще куда-то добираться на теплоходе. Да. Это настолько далеко, что даже монголы не захватывали эту гору. Туда теплоход нужен. Надо подождать еще. Ну да 6 подождать, веков. когда кривое зеркало откроют, чтобы мы могли. Ну, в это место шаман почти каждый год поднимается, силы набрать. Я там ни разу не был, потому что там ехать очень дорого. А, это дорого? Даже находясь в Якутии, это да, дорого. да. Теплоход дорого? Да. Офигеть. А если бы все-таки вот накопить огромное количество денег, это сколько? Если хочешь нормально в Якутии погулять, тебе нужно, например, 4 миллиона тенге, что такое. Ну, Это наверное, сколько можно конвертировать? это где-то, ну давай я конвертирую, в 3 Таиланда. Да. Где-то 3 Таиланда. Чуть дороже, чем Дубай. Да. Да, не, намного дороже, чем Дубай, наверное. Давайте, следующее. Вот такие скалы есть. Прикиньте, как будто там что-то было. Ну, типа, да. Мне нравится, думаю, что Нюргун все слайды будут так показывать. Он после первого перестал готовиться. Вот PowerPoint, он у нас не скачанный, ну что-то было. Вон теплоход. Он Да, присутствует. вот вы видите, теплоход, который огромный, вот такой маленький. Ага. Это настолько огромная скала, ты имеешь в Это виду? настолько огромная скала. Это в «Игру мире престолов». только в Якутии такое есть. Вроде да. Ну, кстати, я понял, почему у вас типа теплоход это дорого. Мне кажется, все, что с теплом связано в Якутии, это дорого. Это хищник, если бы зрением смотрел тепловизором, он бы ничего не увидел. Если он на теплоходе, он ничего не видит. Давайте. Тоже место силы какое-то большое там, судя по всему. Место силы, да? Шаманы Да, ездят там, туда. это, ну, типа, там очень... Если вы такой человек, который верите в вот это, какую-то энергию, все такое, переезжайте сюда. Ну, типа, и почувствуйте это ощущение. Мне нравится, но ты же сам не чувствовал. Но я не был. А как ты так уверенно мне советуешь? Знаешь, это как когда сериал советуют какой-то, и там 15 серий, вот просто скукота, и мало ли, вот типа... Ну, и ты сам этот сериал не смотрел, получается. Да, мне кто-то предсказал сериал, и я тебе рассказываю. Да. Ну, ты видел людей, заряженных после вот... Да. Есть люди, которые каждый год там идут постоянно. И сколько метров там? Самый пик. Не знаю. Ну, короче, ты поднимаешься где-то... Ну, высоко. 3-4 часа поднимаешься по-любому. Точно. 3-4 часа? Ага. Офигеть. Там, кстати, еще и лестницу сделали. Вроде лестницу люди сами сделали. И по этой лестнице вообще бесконечно так поднимаешься. Вот я только хотел спросить, а как подниматься? То есть, Она же очень крутой обрыв там. Ну, да. а Там там- сразу же вот так идешь. Да. Ну, там есть места, которые вот более-менее вот так можешь идти, и ты жестко круг вот так делаешь, чтобы подниматься туда. Ну, типа, более-менее такими не крутыми местами ты вот так поднимаешься. туда. Всегда, когда вижу подобные достопримечательности, туристические места, у меня огромное невероятное желание подняться и крикнуть что-то. Да, прикинь. Там можно снять рекламу Бонакова. Что, например, крикнуть? Да. Подожди, почему? Почему Бонаква? Я тоже не понял. Да, не знаю. Ну, типа, какой перерыв. Мне кажется, он начал баунти, потом... А, нет. Бонаква. Вообще не райская. Да, если вы в Якутии будете, обязательно туда сходите. Хорошо. Самое смешное, здесь саха сами туда не ходят, мало кто. Потому что, дорого, типа. Потому Обычно- что но- очереди туристов постоянно туда. Да, туристы всегда Еще езжают. вся очередь вот такая, прикинь. Извините, а кто последний вон тут? Там солнце, да? Давайте следующее. Это называется Аймякön, это полюс холода. Вы там можете почувствовать самое холодное место в мире. Это Прикинь. лось? А? Это какой живот? Я просто не вижу. Это бык. Это бык. Оймякён — это место, где Луна живет. Да, типа, я слышал это Да? выражение. Типа где-то в литературе это встречается, это я просто не помню Да? где. Да. Ну, может быть, лунное, да. Поэтому холодное место, поэтому лунное назвали. наверное. У Айтматова, по-моему, есть. Может быть, да. Какое это животное? Бык. Это бык. Ага. У нас символ холода это бык. А вот это Символ живой холода, бык, бык? который... Да, символ холода бык. А это реальный бык, который замерз? Или это... Надеюсь, нет, типа.
А бык не замерзает, который наш, потому что у нас символ холода бык, потому что когда весна, лед растаивает, все такое, и в это время люди находили бивни мамонта и думали, что это огромный бык. Ага. Поэтому, Бык для них означает теплоту, типа не, лето. холод, наоборот. У нас бык есть целый, тогда это минус 50, а потом быка рога ломается, минус 40, а потом вот это минус прикольно. 30, а потом голова падает, это лето. Вы по рогам А есть такое, что ты... Понимаешь, когда у лево отломись, ну это день рождения мое в это время. Ну, какая там погода, он с окошка так? Ну, там голова упала. Бери в аренду плавки, наверное. Блин, ну это прикольное же место. Это вот, это официально получается, то есть можно, побывав в этом месте, сказать, я был в самой холодной точке. Но если ты так скажешь, на тебя тоже люди нападут, потому что есть одно место. У нас где- именно понты, прикинь. Да. Это, короче, Аймекон и Верхаянс, они рамсятся друг с другом. В том, что, типа, самое холодное место это у нас было. Потому что Аймеконе вроде по документам уже написано, что минус 69 сколько-то было, а в Верхоянске минус 72 с чем-то вот так было. Но это вроде не прописано, типа. А, вы Типа- чисто по документам выигрываете. Да. Какой Вы такие, как будто чисто юридически прохавленные. Если когда в Якутии начнется гражданская война, начнется только из-за этого. У кого холоднее, да? Да, они жестко друг с другом, типа, рамсы, типа, это района. У Конкуренция. нас холоднее, нет, Не, сейчас, вроде, сейчас все теплеет. Ну, типа, в этих районах, типа, минус 55 уже, типа, минус А 50. это тепло, ну да. жаришка. А где я откуда, там минус 48 уже теперь постоянно. Типа. Это как будто небольшая разница, нет? Не, 1 градус очень много решает. А, наверное, Да. да. И в это время мне бабушка рассказывала, что они в детстве вот так и играли, типа, они плевали, и когда плюет, вот это летит, она замерзает, и тебе больно становится. От осознания, да? Это какой-то из комиксов садомазохиста какой-то. Он убивает себя слюней, да? Своим же. Но раньше, сейчас такого нету. Да, если ты писаешь против ветра, тебе конец вообще. Тебя просто иглами убьет. Это ножевой, не он писал просто. У вас буквально холодное оружие с собой. Да. Всем лежать, это ограбление! Дима! Прикольно, это вообще интересный челлендж для человека. В принципе, мне кажется, побывать в самой холодной точке Да. и в самой жаркой Да, точке да, да, планеты. да. Это Если вы супер блогеры, прикольно. приезжайте. Если вы туда приедете, сразу 1 000 000 просмотров набираете. Ну, типа, все блогеры сюда к нам приезжают и сразу 1 000 000 просмотров забирают. А мы сами почему-то не снимаем. Ну, потому что холодно же. И самое главное, если езжаете, купите 5 камер, потому что ваши камеры каждые 10 минут ломаться будет. Техника в целом, наверное, у вас... Подожди, машины, Да? они, ну, у вас типа есть в базовом понимании слова машина, которая передает? Да. Собаки, да? Не, Не, обычно. не. Я Есть имею в виду, машина? Техника, что же, Да наверное, почему? У там? нас Toyota Corolla есть. Пробокс. Toyota Corolla? Да. Он же конкретный номер скажет, кажется. Я к тому, что в целом вот, наш быт, мне кажется, он вообще по-другому так выглядит. Из-за перепадов температур. У машин есть... Шины. Куртка есть. Прикинь? Куртка. Куртка? Да, у машин. А, я правильно услышал? Куртка? Да. Это какой-то эпизод из Ну, типа, мультиков. мы минус 50, эту машину так оставляем, у курка вот так отматываем, и оно, типа, теплее, более-менее можно... Она не замерзает. Ага. Мне кажется, в кармане куртки машины можно огромную денежку найти. Вот такой чек, как в американских фильмах просто. Куртка, у машины куртка. И эту куртку придумали в Бурятии, да? И это придумала узбечка, которая в Бурятии живет. Я так и знал. Офигеть. Я так и знал. Да. Ну, типа, поэтому вам спасибо. Офигеть. Это если на Матизе такой вы со XS, ста- можно мне вот так? Вы со стороны больше поняли. Ну, типа, Да. прикинь, ну, это очень круто. То, что спасибо. Но самая интересная куртка называем Наташа. Почему не знаю Наташа? Реально? Не, надо Мадина есть узбечка придумала. Да. Наташа называется. Это ты прилетаешь, Не, берешь подожди. машину в аренду, берешь куртку в аренду Да-да. и берешь куртку для машины в аренду. Это покупать чехол для чехла. Это же...
Если у тебя собака, еще и собаке нужна куртка же по-любому. Да. Офигеть. Давайте следующее. На шинах варежки. а? Это место называется Царство Вечной Мерзлоты. И это никогда не замерзает. И там даже летом можно зайти и просто город из льда, квартира из льда. Не тает, ты имеешь в виду? Лед Не тает. не тает никогда. Это типа эко-френдли, да? Типа такое, да. Гостиница эко-френдли. Эту штуку придумали в Советском Союзе, сделали, и там рыбы хранили. А сейчас уже рыбы не хоронят, а там... Подожди, это помещение придумали, Мне что ли? прикольно, что Советский Союз такой, мы холод придумали. Запишите так. Давайте в документах везде это не укажем. яма копает, как подвал. Как подвал копает, и там вечная мерзлота у нас есть. Поэтому оно не растаивает этот лед. Это И очень эту штуку сделали, они огромную сделали, прямо огромную сделали, чтобы там рыб хранить и мясо хранить. А сейчас эта штука, как из него квартиры сделали, и там люди живут. Это очень круто. Не, типа живешь. Это даже звучит классно. Ты где? Я в царстве вечной мерзлоты. Это же классно. Ты в Варкрафте, что ли? Да. Мне, честно говоря, странно, что у вас, где минус 50, вам еще холодильники нужны. Ну, типа на уровне идей странно. Ну, это как в Узбеке из пьют окна. чай в плюс 50. Я понял. Примерно так. Его как квартира, вот это сделали, всякая штука есть. Даже смотрите, что есть там. Бар. Бар? И пуховик. Бар есть. Ты можешь там пиво заказать. И это стол из льда, стул из льда, рюмки из льда. И человек из льда, да? Да. То есть внутри температура, типа, нормальная, Нет, холодно. а алкоголь не замерзает? Водка же не замерзает. Я не знаю. Там Из только- минусов бармен застыл вот. И... там типа... Это же, по сути, видео, на самом деле. Люди там переходят и типа водка из стакана, там рюмка, лед, и так пьют. Русские и кто-то, другие народы приходят и там типа... пьют Веселятся. А? Веселятся, да, другие Веселятся, народы? да. Стриптиз есть. Тоже в пуховике красиво. Но к пилону не притрагиваются. На всякий. Прикинь, если даже там есть вот это, следующее. Кровать. Матрас из льда. Отлично. Да, из льда. Это кровать моей бывшей, по-моему. Меня больше всего раскалывает, что у вас, по сути, из-за льда это самое теплое место в городе, так? Потому что на улице минус 50, а там может быть типа минус 25. И это из-за льда при этом. Да. Всего лишь минус 25. это чё? Я вот что понимаю. На такой кровати атрофировано чувство прохладной стороны подушки внизу. Потому что любая сторона прохладная. Да. Блин. Здесь всегда туристов пускают. Там еще могут встретить нашего Деда Мороза. Исхан его зовут. Это наш Дед Мороз. Он бог холода. Он две работы, да, у него? И вот такие кровати он делает, да, еще? Да. В свободное время. Типа это его дом. Это его квартира. И он сдает в аренду? Самый богатый человек. Да. Ты там деньги платишь, заходишь, смотришь. Какой кайф. Да. У него бар есть собственный. Что, он думает, кальяны поставить? Ну там пауэрбэнки, наверное, улетают в аренду жестко. Да. А вот следующее. Царство вечное. Это... Почему в Якутию надо переехать За 9 отдыхать? дней. Потому что там рыба, самая вкусная рыба в мире. И реально, потому что... Сразу вопрос. Пробовал? Да. Все, тогда верю. Потому что у нас рыба огромная, они вкусные, потому что из-за того, что там минус 50, рыба больше жир набирает. Из-за этого они более... Типа рыба вагю. Такой прикол. Типа такое. Даже японцы хотят якутскую рыбу кушать. Приезжают, берут, да. А у рыб тоже есть куртки? Нет у них, да? Нет. Ага. Бывают рыбалки, когда люди ловят рыбу и такие, все, я поймал рыбу, и отпускают. Здесь, мне кажется, если бы я поймал рыбу, я бы, даже первое время ее не готовил бы. Я бы просто фоткался бы, видео, вообще бумеранги, вайны бы снимал. И Куртку ее одел. Да, в куртку забрал бы с собой ее. А был на рыбалке ты там?
Да, был. Это, то есть, тоже одно из там, достопримечательностей. Вот люди намеренно летают в Якутию, чтобы заняться рыбалкой. Да. Всегда пишите «рыбалка». Первое видео выйдет из Якутии, как люди У рыбачат. вас любая рыбалка зимняя? Вот зимняя рыбалка. Кстати, все любят зимнюю рыбалку. У вас, Там же наверняка, палатки строят, и там же Мне кажется, сидят. там же есть прикол, что нужно прорубить, нам прям дрель, прям люди, прям нефтяники приходят. Да, примерно так. Они 2 метра входят, чтобы эту яму копать. Офигеть. Там вообще жесть, типа, вот эту дрелью несколько раз Там, по-моему, дополнительно даже вставляют. рыбы в офиге. Вы что делаете, ребята? А еще у нас такая рыбалка есть, типа, это о озерах есть. Ты вот эту яму делаешь, и рыбы сами выходят, потому что у них кислорода нет, заканчивается. Оттуда кислород идет, да. Да, и чтобы подышать, они все выходят. И ты можешь даже руками вот так кидать. Это самая кайфовая рыбалка в мире. Ну, Длится 10 минут, получается. вот, ну, столько рыб можно. Это наш самый крутой рыбак, это клевая рыбалка, у него YouTube-канал так называется. И он по всему Якутии ездит и рыбачит. Очень крутой человек. Кайф. Ага. И вот следующее, давайте. Вот, что в Якутии можно увидеть? Вот так на собаках кататься. Круто. Вот так красивые сторис можете снять. И это только комфорт плюс. Это, да, не, это бизнес. Не, это То есть даже... дверь открывают? Это даже не бизнес, не, это ультим. Там собака спрашивает, сколько у тебя, типа, комфортная температура, нет? Спрашивает. Вам спеть? У вас транспорт в собачьих силах измеряется мощность. Не, это только туристы могут так кататься. И оленеводы. Типа, мы так не катаемся, мы уже на камере катаемся. То есть это тоже Прикол, что уже... камера — это стандарт вообще везде. Ну, крутизны. Это тоже своего рода испошлилось, да? То есть это вот стало исключительно туристической Да, штукой кататься А на зачем? санях. А зачем просто так кататься? Ну, я Если думал, машина есть. Я думал, просто есть какие-то определенные участки дороги, где справиться Нету только... дороги, да, для этих можно, да, с ними кататься, да, для этого пользуются, да. Собак держать очень сложно, потому что их кормить надо всех, мясо дорогое, что-то дорогое. Ага. И вот следующее еще, где можно кататься, на оленях можно кататься. Там пробка прям. Да. Мне кажется, даже светофор там есть дальше. Оленей светофор. Давай быстрее, олень. Это Да, впервые. но вот места, где олени, Тема. вот эти собаки, это вообще от Якутии северные места, и там добираться дорого выходит. У меня все, да, у меня все. Да. Всё? Захотели в Якутию? Ну, я бы, наверное, съездил. Да. Я бы хотел бы, да, вот, ну, как, будучи казахом, понтоваться, что я был в самом холодном месте же. Я же, братан, был. Блин, что-то холодно на улице, братан, ты прохладный. Чтобы ничего не Астане слышишь. приехал такой, у вас тепло, вот так говорит. Куда куртку скинуть? Арендованные. Прикольно, если твой друг в Алмате понтует, что у него камри, так это херня полная. Я, знаешь, где на камре катался? А мне вот насчет машины рассказывали о том, что японцы к нам приехали и сами в шоке были, что их машины по таким местам могут ехать. Либо они такие, мы настолько крутую машину сделали, они сами в шоке были, что их машины по Якутии могут Вы что, спокойно. куртку придумали для машин? Для наших машин? Почему наши креативщики это не придумали? Ты когда-нибудь мечтал об одном приложении, которое заменит кучу других? Знакомься, Мост. Это якутский супер-ап, который создан, чтобы твоя жизнь в городе стала лучше и проще. Скачиваешь один раз и получаешь целую экосистему. Уже сейчас Мост работает почти в 300 городах России и странах СНГ. Внутри все продумано до мелочей. Короче, Мост – это не просто приложение. Это твой город в кармане. Только удобнее. Скачивайте Мост в App Store, Google Play. Это якутский супер-ап. Приложение доступно в России и странах СНГ. Присоединяйтесь к экосистему Мост. Так, предисловие. Да, как я говорил, это топ субъективный. Я, может быть, не самый популярный, но самый интересный, на мой взгляд, я попробовал собрать. Первое, это довольно базовое, наверное, при приезде в Таджикистан. Я думаю, многие туда пойдут. Это
Да, Гисарская крепость. Такая некая цитадель, которая расположена в горах, и основной функцией которой было это, соответственно, так как это граница, территория, где именно много войн, такие сооружения помогали противостоять. И в горах нападению. жили, да? Ну, это в целом территория горная. Территория горная в целом. Это где находится? В Ходжанде или в Гисаре? Следующий вопрос. Гисаре. Вы поняли, Гисарская же, в Гисаре. Да, я полагаю, там. И там до сих пор, типа, это как город стал или как музей? Нет, это просто музей. Это просто исторический объект, куда просто прикоснуться к тому, что чего было 2500 лет назад. И Ну, он до сих пор сохранился, да? Да. Ну, его, понятно, там периодически реставрируют, но в целом, да, это как некий отголосок прошлого. Следующий, значит, у нас что? Вот это, да, интересное. Чильдухтарон. Чильдухтарон, да. В чем суть? Это есть предание о том, что когда на один из городов напали, женщины, чтобы защитить свою честь, убежали в горы, в сторону гор и превратились в камни. Женщины камни превратили? Да. 40 женщин. Там медуза, Не- да? Есть такой слух, медуза там есть? Ну, в предании нет. Ну, типа, медузу увидели, они в камни превратились. Ну, в чем суть? Типа, Чильдухтарон дословно переводится как 40 женщин. Соответственно, да. Это тоже, по сути, скальное образование. Форма камней как-то Возможно, да, сексуально кажется, может, из-за этого назвали там. Но если ты давно в горах, наверное, любой камень тебе сексуально. Тогда вот мне интересно, я боюсь, тебя ленские столбы пустили, вот наши якутские камни. Да. Прикольно. В целом, 40 женщин превратились в камень. Да, ну, по преданию так. Блин, это очень круто звучит. Почему убежали эти 40 женщин? Ну, это было нападение на их поселение, соответственно. Именно на 40 женщин? Не-не. Город 40 женщин. И рядом вот так расширяется картинка 40 мужиков. Как странно искать. Строго там 42. Не, нам 40 надо. Следующее поселение. Ну, в общем, да, на их поселение напали, собственно, чтобы сберечь свою жизнь. И там акцентируют, что на честь. А это же похоже на это же. А есть вот это? Наруто? Чудо-женщина, которая откуда? Из Таджикистана, да. Не, Из чудо-женщина, у них же как-то клан же называется, там только женщины живут. Амазон. Да. Амазонки. Да, как амазонки примерно. В горах живут женщины. Нет, там не только женщины жили. Это было просто поселение. То есть там и мужчины жили, стандартное мужики не поселение. убежали. Не, мужчины, видимо, пошли воевать, возможно, уже проигрывали, а женщины, видимо, решили, да. Так. Мне всегда интересно, насколько это далеко вот от места прилета. То есть как долго ехать туда? Я полагаю, насколько я понял, это в целом недалеко от от Душанбе, Ага. в пределах 30-40 километров от города. О, кайф. В целом, да, это тоже довольно популярная локация для посещения. А там фотосессия делали с 40 женщинами? 40 женщин с классно, 40 да? женщинами. Да. Ну, я классно полагаю, же. да, это- Не думайте вот это, типа, бюстгальтер фотосессия, Не-не. а просто реально привезти, типа, красивых 40 женщин и там фотосессии делать. И назвать до, после, вот это. Типа, Меня не пустят в Таджикистан больше. Ладно. Ну, в смысле, больше уже. Никогда. Я такой решил все корни обрубить. Так, да. Соответственно, следующий. О, вот это интересно будет. Статуя Будды. Как оказалось? Спящий Будда, да. Как оказалось? Спящий. Да. Почему спящий? Вот, я расскажу, почему. Я думал, ответ очевиден. Он горизонтальный, поэтому... Ну, мертвые Будды же. Не, он спит, у него же рука вот так стоит. Да. Кого? Да накидайте пока, я потом продолжу. Блин, он с правой стороны лежит. И что? Слева же надо, да? Да нет, нет правил. Волен сам выбирать, как спать, брат. Или на спине. Спящий Будда и так, в принципе. Правой рукой в телефон залипать немножко. Если куда-то едешь, можешь сидя поспать в целом. Если честно, очень удивлен в Таджикистане спящий Будда. Вот, То есть для вот. меня это разные Да. вселенные. Да, Мне почему тоже Будда же... У вас буддийская страна, да? Я расскажу. В чем суть? В целом, в древности, в начале, там, насколько я понимаю, там 5-6 век, на этой территории процветал буддизм. И было Кушанское царство, если я правильно произнес. Да. Нет, там, не надо меня убивать. Да. И там, да, там процветал буддизм, и на территории вот этого бывшего поселения нашли, соответственно, вот эту статую, она длиной 12 метров. 12 метров, да? Да. Офигеть. Находится сейчас в Национальном музее Таджикистана, в городе Душанбе. И тоже является каким-то там необычным объектом.
Да, в Узбекистане музее. тоже очень много буддийских храмов, вот таких вот памятников. Реально у нас буддизм в свое время развился, и некоторые говорят, что в Китай он попал через Среднюю Азию. Буддизм. Прикольно. А вы на Китай отдали? Да, мы через Индию взяли, Ага. и через нас он пошел в Китай. У нас в Сурхан-Даре очень много буддийских храмов. В Северном Афганистане очень много. Есть в Бухаре, есть еще в Самарканде, и в Фергане даже. Вот при Кушанском ханстве, это не ханство, при империи Кушан, они были буддистами. И передали религию, типа познакомили китайцев этим религиям, именно кушанцы говорят. Это очень интересно. Да, да, вообще Ну, интересно. короче, мы же всегда были этими людьми, которые... Курьерами. Это, да. Смешно. Смешно. Это же Восток, это же про рынок больше всего. Это больше про куплю-продажу. Ну вот мы китайцам продали эту религию. Они все еще находятся с ним вместе. В Казахстане тоже, оказывается, был буддизм. Да? Да, в средние века. Да. Спящий Будда. Да, да. Удивительно. Следующий объект мне тоже, как показалось интересным, это озеро Каракуль. Каракуль, Черное море, Черное озеро. Переводится когда, и мне понравилось, что есть там практически доказанная теория, что это кратер метеорита. Что, да... Там метеорит упал, да? Да, да, да. Очень давно туда попал метеорит, и, соответственно, тогда образовалось это озеро. И там купаться нельзя, наверное, да? Ну, когда падает метеорит, наверное, нежелательно. Не, Не-не-не. когда не падает, можно. А Нет, может, после. Вот, после, соответственно, может, там я радиации думаю, да, я остались. думаю- И поэтому люди нет, это- называют Харакуль, типа такое, типа, это черная вода, не купайтесь, вот так, не пейте, вот, типа в Ну, таком смысле. может быть, есть такая основа, но я... В общем, это типа заповедник, он защищен. Я полагаю, там плавать нельзя. Вот Да, именно, да. да. По-любому там какие-то радиации есть, наверное, типа что-то. Ну, возможно. А Это- там есть рыбы трехглазые, вот это? Ну, типа, Не знаю, не знаю. В пуховиках есть. Извини, а это туристическое место, до которого ты можешь добраться и со стороны посмотреть. То есть зайти нельзя. Зайти, я полагаю, внутрь нельзя. Следующий пункт и самый интересный. Так, это астероид Таджикистан. Чё? Да. Но он находится не в Таджикистане. Я объясню. Прикинь, все равно дешевле лететь. Прикинь, я объясню. Мне понравилось. Смотрите, я объясню свою логику. У меня как работал ассоциативный ряд? Нужен Таджикистан и физическое место. И у меня смачилось. Есть действительно астероид Таджикистан 2994, по-моему, какой-то номер. Во время Союза его открыли и дали такое название за вклад в науку республики. И мне показалось тоже интересный факт. Согласен, не туристический. Согласен, но, возможно, он долетит, и потом будет новое озеро, которое будет туристическим. Мне вот интересно, а есть такое, этот астероид попадет в Землю какую-то, да? Таджикистан. И эта Земля автоматически вашим становится. По сути, прикинь, Как игра в ножички. вот это. да. Не, прикольно, что у тебя в космосе анклав, по сути, плавает. Можно посольство там поставить. Но куда он летит? На заработки, конечно. Ну, есть галактика, которая лучше платит, чем в Таджикистане. Где там инфляция постабильнее, да. Интересно, я раньше видел подобную услугу, когда можно назвать звезду своим именем. Тут, получается, целой страной назвали астероид. Это Да, очень да. интересно. Это очень интересно. У меня на этом все. О, да. Добро пожаловать в Алматы! Я заранее скажу, я выбрал исключительно две достопримечательности близ моего родного города Алматы. И первая достопримечательность очень, достаточно попсовая, но и в принципе я передаю настроение всех моих, скажем так, ровесников. Мы чаще всего бываем там только когда родственники приезжают. Гордость, визитная карточка Алматы – это высокогорный каток Медеу. Это высокогорный каток Медеу, самый высокий во всем мире открытый ледяной каток. Открыт он был, я забыл фамилию, но имя его Медеу.
соответственно. Медео сам своим именем Медео Вот я назвал. сегодня узнал, прикинь. Я реально тоже, я никогда не задумывался об этимологии, в принципе. Его звали Медеу, он умер в 58, по-моему, лет, у него было 20 детей, из них 12 сыновей и 8 дочерей. Он многое сделал для тогда еще города Верный. Медеу, собственно, там было побито на этом катке около 200 мировых рекордов. И этот каток, он круглогодичный. То есть и летом можно там прийти и покататься. Кататься? Да, Летом тоже можно? да. Да? Да. Что мы, в принципе, я за 30 лет ни разу не сделал. Но сама возможность меня радует. Да. Я тоже там ни разу не был, кстати. Вот. Я просто пару раз там поднимался с мамой, вот это, и всегда Медео закрыт был. Всегда, типа, прихожу, не закрыт, а всегда приходим и говорят, типа, час перерыв, потому что мы будем, типа, лед чистить будем. А, реально? Да, и мы такие, ой, час ждать, и мы всегда уезжали. А высокогорный насколько? Ну, типа... 1692 метра. Вау. 1691 метр. Да. Там готовятся многие олимпийские Там спортсмены. реально спортсмены там готовятся? Да. Я думал, здесь только туристические места. Нет, там действительно и в Алматы и Астане впоследствии была азиатские игры зимние, и на Медеу прям проходили игры, я помню, хоккей с мячом там был. Хоккей с мячом? Это как? Да. Хоккей на траве. Не, там лед. Есть вот хоккей, в котором есть не шайба, а мяч. Футбольный мяч? Не футбольный мяч. Маленький мяч. Это когда кто-то не принес с собой шайбу, да? Прикинь, такие серьезные соревнования и забыли шайбу. Ну давай мяч, что, собрались уже? Там и бобслей на машинах был. Мне кажется, еще хоккей в мячах придумали, если лед не гладкий, наверное. Почему? Ну, типа, А, шайба не шайба же вот катится. так должен кататься, а шарик нет, типа. И настроение хорошее, когда. Да. И ворота — это дерево и камень. Ты вот так? А готовятся именно там, потому что, типа, горная местность, проблемы с кислородом, Там дыхалка. вообще, то есть в Алматы стоит огромная проблема с загазованностью города, и якобы там наичистейший воздух. Да. И более того, там с определенной точки Медеу дальше можно пробраться там, то есть чуть-чуть повыше, прям вот, ну ты уже в горах, но еще повыше, и именно начиная от Медеу до следующего контрольного пункта нельзя заезжать автомобили на бензине, они не могут туда заезжать. Но электрички могут смело. Раньше даже вот для популяризации, в принципе, электрических автомобилей ты мог свой автомобиль зарегистрировать в реестре, и все, ты мог спокойно проезжать. Сейчас там жесткий бизнес, там типа ты приходишь туда, и электротакси, они прям нормально заколачивают деньги, потому что ты можешь только посредством их подняться. Но также там есть лестница, так называемая здоровье. Лестница здоровья. 872 ступеньки, 800... Ну да, вы же знаете, я, если ошибаюсь, на один. Я теперь понял, почему, когда я сейчас такси заказываю, есть эконом плюс, эконом электро, чтобы в таких местах подниматься, оказывается. Нас уже начинают учить, что в каких-то местах уже бензиновый нельзя войти, и только электро может войти. Скоро такое Чтобы там, будет, типа, не наверное. портить воздух. Да. В Алматы эта проблема очень была, она остается актуальной. Было бы классно, если бы огромное количество автомобилей перешли бы на электричество. Ну и там, собственно, эта лестница здоровья очень популярная не только для туристов, но и для самих алматинцев место. Там прикольно прийти, подняться, 872 шага. Но я туда не хожу по двум причинам. Первое... Потому что есть лифт. Да. Первое, не хочу. А второе, это то, что я на лестнице здоровья, себя всегда премирую. Когда я 872 шага сделал, там есть кофейня. Я там ем столько калорий, как будто я не поднимался, я строил эту лестницу. И я с лестницы здоровья просто прихожу чуть толще, чем как поднимался. И там это достаточно, там есть так называемый горельник, это там, там струится родниковая вода, стоит кофейня, там можно пловчик похавать. Ну там типа... очень крутое, туристическое место. Ну, выглядит Оно очень прям, круто. да. Там, это, собственно, и Медеу как туристическое место трудоустроило огромное количество людей. Там есть туристическая полиция, вы, наверное, видели, может быть, кто-то Да? видел. Маленькие такие автомобили, по сути, одноместные. То есть я не понимаю, как туристическая полиция будет справляться с дебоширом, если там сам автомобиль рассчитан на одного человека. Может, это для маленьких туристов? Но мне кажется, если ты 872 поднялся, то там с тобой, на чем угодно справиться. Ну да, в целом. И, и как, собственно, любое помещение,
Оно сдается в аренду. Приезжал как-то на Медеу. Вообще часто туда водят Там гостей. шахматист жил, который это. Шахматист? Магнум. Магнусен, да? Магнусон, да. Магнус Карлсон. Да, если быть Магнус точнее. Карлсон. А, да? Он же говорил о том, что типа, Алматы... По нам был- видно, да, мы шахматы вообще не жарим. Я тоже. Он же говорил, что Алматы плохой воздух, он как раз зимой приехал, когда плохой воздух был, и поэтому он только там жил, и он типа говорил, я не понимаю, почему типа, город внизу построен, если у них вот это есть. Ну да. Типа, почему здесь не могут город сделать, типа он вот такие вещи говорил. Типа. И там плотина стоит, защищающая, собственно, от селей, прям вот у Медеу. Туда, ну, водит как раз-таки огромное количество людей-туристов. Бурак Озчивит, турецкий известный актер. Это Шимбулак. Ну, Шимбулак тоже. Это горнолыжный курорт, и этот орел и на Медеу двигается. Ну, Шумбулахами делал в одном месте же. Да. Ну, вот, собственно, Бурак Озчивит, который сфоткался с орлом. Для меня это вообще... Как будто он орел. А не орел такой, нифига, я с ним фоткаюсь. Орел попросил сфоткаться, да? Да, в конце орел заплатил за фото. Орел был мне, твоя жена смотрит. Бурак как будто всегда, когда руки поднимает, орлы спускаются, да? Ну, вот, и, собственно, когда я говорил о том, что Медеу сдается в аренду, то есть сам горнолыжный курорт можно снять в аренду, и там делают определенные концерты. Целиком. Прям вот, да. Даже мне довелось там побыть ведущим, там есть фотография. Нет, это Black Eyed Peas, я там вместо Ферджи был. Не, я же там был. Где, Это же на Black я. Eyed Peas? Да. А, Это да, же ты я вот тогда это был. вот. танцую. Твоя группа. Табу, да? Сделал махам. В общем, да, там выступали Black Eyed Peas. Вот это из недавнего Офигеть, прошлого. они столько людей могут принимать медиа, может, да? Ну, Получается? там огромное количество людей можно поместить. А столько это сколько? Ну, я думаю, порядка 5000 наверняка можно. Да. Офигеть. И с этим связано... Ну, одно из моих любимых видео, там, я так понимаю, в наших странах очень любят понтоваться какими-то связями с какими-то там типа артистами или людьми там успешными и так далее. В этом случае мне нравится это видео. Ну, давайте посмотрим его, это видео. Это will.i.am возвращается с концерта с Медеу, идет свой автомобиль, и ему кричит фанат will.i.am! will.i.am! И will.i.am замечает этого человека, это Дулат! Клянусь, Дулат — это его одногруппник по Кембриджу, Гарварду. Да? По Гарварду, да. Вот и они стоят, общаются. Прикинь, какая вообще возможность. Просто will.i.am! Дулат? И дальше там что-то там, ну, мне кажется, дальше я там уже вот вычленял там по физиогномике, о чем они говорили, и там из разряда типа, ты с кем? Я с женой. Да погнали. И они садятся в автомобиль к will.i.am и уезжают. will.i.am и Давлат, да? Дулат и жена. Круто. Нифига жестко. Вот, собственно, Медеу. Есть еще Чарынский каньон. Давайте посмотрим. Чарынский каньон. Можно показать слайд. Тут очень Чарынский красиво, каньон. да. Я там ни разу не был. Я там... Ну, начал ты так, как будто ты там жил. Я там ни разу не был. Ну, типа, я же 3 года жил в Алматы живу, и мне всегда говорят, туда поехал, но я до сих пор не могу времени найти. Братан, 30 лет живу. 30 лет живу. Я вот только вот так на слайдах видел Чарынский каньон. Его называют братишкой Гранд Каньона Штатов. Немножко пренебрежительно, да, братишка? Прикинь, они тоже вот так встречаются. Дулат. Гранд Каньон? Ты с женой погнали? Ну, у нас вообще любят давать так называемые народные названия. У нас там где есть вторая Швейцария, братишка Гранд Каньона, знаешь, вот такие. А это там Ирина Кайратовна с Дудем снималась? Да. У тебя такие ориентиры, да? Забыл сказать то, что Медеу от Алматы, ну там 10 минут, ну 15 минут, ну 20 минут, если пробки. Да. Это сейчас я сразу вот на 8, на 9 и на 10 баллов рассчитал. Чарынский каньон 200 километров, ну там 2,5 часа, или если там вы заказали
очень опытного водителя, то минут 40, возможно. Да, который больше в WhatsApp, чем на дороге. Попробуйте предположить возраст этого каньона. Возраст? Да. Когда он образовался? Да. Как земля появился, так и образовался. Ну, 50 миллионов, может быть. Наверное, О, да. поменьше. А, Я поменьше. почему-то 20. думал, в моей голове, я думал, вы будете говорить 3 года, наверное. Ну, после выборов Да. вот так. Более 12 миллионов. До Ленина же его не было. Это же, нет, думал. это же Ленин придумал. Более того, там до сих пор есть этот ясеневый сад. Там растет ясень, можно свадить ясеня. Я раньше думал, ясень это только в песне. Да, я спросил. Вот, собственно, ясень, и он якобы один из немногих оставшихся, в принципе, на планете. И так как там протекает все еще речка, это благоприятные условия для того, чтобы ясень рос. Если вы заметите, он там прям внутри-внутри. А ясень прям привередливый? Ну, в смысле, его сложно вырастить? Наверное. Не, Ну, что просто в красной книге никогда какой-то не там было редкий. Во! Сейчас, без телефона. Эти ясени пережили ледниковый период. Да. И Чарынский каньон тоже достаточно популярное место для съемок. Там же в фильме Гойко Митича снимали, по-моему. Как? Гойко Митича. Это что? Советские фильмы про индейцев. А, да? Я даже Да, не вот там знал, если снимали. честно. Я больше по рэпу, поэтому... Там действительно записывал трек «Скин». Рэпер... Вот можно скрин? Там есть скрин. Это кадр. 192 миллиона просмотров. Этот трек вы наверняка слышали, мы его не сможем включить или... Ну не, мы его не сможем включить по авторским. Я не смогу спеть, я английский вообще не понимаю. Это английский рэпер? Да, он американский рэпер. Ага. Блин, сейчас я его... Если вы слышали этот трек, сделайте slow. It was almost love. It was almost love. Слышал, ага. И это в Казахстане сняли. Да, на Чарынском каньоне конкретно. И может он в Казахстане вдохновился и эту песню в Казахстане сделал? Там же писал, наверное. Надеюсь. Да. Я очень надеюсь. на Ну, это. эхо похоже, как в каньоне как будто записывали. Собственно, вот это Чарынский каньон. Я, к сожалению, сам там не был. Я понимаю, что наверняка среди казахстанцев найдутся люди, которые... А почему ты не рассказал про Катон Карагай или Божжиру? Потому что огромное количество именно вот как природных достопримечательностей, среди которых очень сложно было выбрать. Но я выбрал те, которые легкодоступны, выезжая из города Алматы. Вообще, изначально хотел с приколом прийти Зару показать и просто выпуск посвятить Заре. Я думал, ты покажешь золотой квадрат. Вот. Ну, не, Золотой квадрат, это вот, я так понимаю, в каждом городе есть такой, как сказать, дистрикт, где превалируют кофейни, вот это вот, когда проходишь и от всех пахнет бакара, вот это, не. Вот, будете в Алматы, обязательно заезжайте. Хочу сказать, если вы в Казахстане будете, самое обязательно езжайте в Балхаш со стороны Талдын-Кургана. Да. Там соленая сторона, и там песок рассыпчатый, там вообще кайф, типа. И пиво надо взять с собой, да? Не, лучше не пить там. Это водоем, там можно купаться, типа? Балхаш прям как море, можно сказать. Там можно купаться, да. Это типа озеро, да? Озеро, ага. Там история очень крутая. Одна сторона не соленая, одна сторона соленая. А если кто-нибудь гранит вычислил? Да, там прям сверху видно, что эта сторона более черная, а эта белая светлая. Прикол. Видно, почему? потому что была девчонка и парень был. Да. И они хотели пожениться, вместе быть, а родители против были. И потом они типа утонули, не знаю, что-то с ним случилось. Прекрасная история, да? И эта сторона типа парень, а эта сторона девушка. Соленая какая? Они никогда не будут вместе, типа в таком смысле, типа. Соленая какая Это соленая? парень или девушка соленая? Ну, наверное, девушка соленая. Это не знаю. Ты что, реально, да, сказал это? Да. так? Да? Ага. Ой, прикинь, я не знал никогда. Не, реально никогда не знал. Я помню, мы контурные карты когда делали, Балхаш действительно там, типа, его наполовину закрашиваешь голубым, наполовину розовым. Он такой, как гендер-пати получается. Да, все, Мадяра, похлопаем, спасибо. Спасибо вам. Да. Да, сегодня много было про природные достопримечательности. Давайте я вам расскажу
как рассказчик, который был в этих местах. А то сегодня только наши фантазии были. Да, давайте мы начнем кладбище кораблей на Мойнаке. Это Каспийское море, да? Нет, это Аральское море бывшее, да. Но Каспийское море тоже, говорят, ждет такую же участь. Блин. Да, Аральское, да. Ага, мне вот это показали. А они же с границы с Казахстаном, да? Да, там часть да, в Казахстан тоже уходит. Я вот это видел, очень страшно вот это. Да, это прям- какой-то напоминает апокалипсис. Я советую всем посмотреть это. И это как-то человека завораживает. И это какая-то красота и как-то жутковатая красота, я бы сказал. Во время Советского Союза Узбекистан был главным. Текстильная промышленность держалась на Узбекистане, на хлопке из Узбекистана. И из-за того, что власти Советского Союза перенаправили русло Амудари и Сырдари, вода перестала идти к Аралу, и Арал начал засыхать. Город Майнак был таким портовым городом с многими кораблями, там, рыбхозами. И вот после того, как Аральское море исчезло или засохло, мы можем увидеть вот такую картину. Да, это же страшно же. Прикиньте, люди могут сами вот такое сделать. Это как будто только природа на это способна делать, да? Да, это рукотворно. А это люди сделали. Прикинь, люди сделали. Ну, это очень страшно, да. И вообще, в Каракалпакстане и в Мойнаке очень много достопримечательностей. Если вы общими словами сказать, вы можете там увидеть музей Савицкого, если кто знает, это один из самых больших коллекций русского авангарда. Там хранится, там еще можно там дальше вот выйти в засохшее море, плато Устюр, там есть каньоны, очень красиво. Там можно там недельку там что-то поделать. Там, ну, только это как... А здесь люди ходили вот это золотоискателем? Золотоискателем? Ага. Возможно, Вряд кто-то ли. ходил. Да? Но там больше они ищут воды, чем золото. Там даже вода, по-моему, стоит дороже, чем золото иногда. И вторая моя тема, о которой я хотел бы рассказать, я хотел про городскую культуру Ташкента, про архитектуру. Я очень обожаю архитектуру, особенно ташкентский модернизм. Чем отличается ташкентский модернизм от... Это мозаики Ташкента. Недавно... Космонавт, да? Да, это космонавт, и еще с восточными орнаментами, с восточными этими. Мозаики Ташкента отличаются тем, что после землетрясения дали волю архитекторам. Ну да, дома типичные, но осталось место креатива. Вот в торцовых частях домах они делали вот такие прекрасные мозаики. Для меня как будто это типа космонавт, баскетболист, что-то вот это. Да, это первый советский Джордан космонавт. Да. И интересный факт, что некоторые говорят, возможно, ташкентские мозаики по количеству попадут в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас там Лиссабон числится на первом месте, но наши ученые пересчитали и сказали, что у нас больше... Мозаика, это маленькая вот эта мозаика, вот это кажется, вот так считает, да? Не, Нет, это вот тут общая мозаика. Да, это нарисовано на плитках, на каких-то стенах. Да я думаю, каждая плитка вот эта, которая есть, вот все так Какая считает. скучная работа у человека. Бля, ладно. Так, какой следующий район? Поехали. Да. В Ташкенте более 500 мозаик, и мы там можем увидеть советскую архитектуру в другом плане, в другой красоте. Если там везде модернизм был, вообще градостроительство было четкое, серьезное, унылое, скучное. А тут, из-за того, что после землетрясения там им давали какие-то там свободы, чтобы хоть изрисовать дом и делать его привлекательнее. Кстати, да, можно добавлю. После землетрясения, типа, восстанавливать город съезжались со всех республик. И буквально есть районы, которые... Подарены разным республикам. Да, построен буквально там. Это район, там, условно, белорусский. То есть строили... Белорусы. Да, белорусы. Да. Строили там, например, московский район. Там какая-то бригада большая из Москвы, которая строила. И они по архитектуре тоже отличаются, на самом деле. Там даже надписи сохранились. Узбекскому народу от белорусов, там, от армянов. Ну, там, Интересно, да, все это какие-то эти определенные помогали. художники?
Это разные художники, очень разные. Просто из-за свобод, из-за того, что это все-таки край Советской империи, там можно что-то там такое там позволить себе каких-то излишеств. Вот такие мозаики у нас прикольные. Это какой-то дед с чем-то. Как ты резко скатился. Классно. Какая-то... Там, пацаны, ладно, вот я ссылку скину, посмотрите, я погнал. Я за секунду деградировал, да? Вот. Да, можно еще другие показать мозаики. В общем, есть путеводитель даже по этим мозаикам, есть маршруты определенные. Вы можете заказать такие туры, вы можете там посмотреть все интересные мозаики Ташкента и увидеть их. Но это интересно тем, что таких городов, как Лиссабон или Ташкент, по количеству мозаик немного. Лиссабон тоже после землетрясения начали делать, да? Нет. У них там есть культура рисования на плитках, как-то это называлось, араужа или как-то называлось, то, что не помню. Вот, у них тоже там, они тоже любят рисовать церквя, стен. Бывали случаи, что пытались закрасить? Очень много таких случаев, даже говорят, что большинство мозаик мы уже потеряли даже. Даже? Да. И вот после распада СССР и при Горбачеве тоже уже никто не занимался домами старыми, и сами жеки или сами хакимяты начали их закрашивать. Ну, например, вот, что за это дед? Может сказать, какой-то хаким прийти, что за дед? Он даже на узбека не похож. И сам себя Что он рисовал. держит там в руках? И, соответственно, эта стена становилась обычной стеной. Да, и закрашивали, или просто ломали. Рекламы какие-то. Сейчас многие восстанавливают, но, к сожалению, нормальное количество из них уже утеряно бесконечно. Их нельзя уже восстановить. Это крутая история айдентики, потому что действительно так подумать, там типа все города под копирку делались, да, там типа хрущевки, сталинки и так далее. И то есть типа раньше даже мозаиков внутри квартиры она была одинаковая. То есть мне самому интересно, было у вас в ванной вот эти дельфины? Да. Вот я думал, это только у нас в квартире. Когда я впервые пошел в гости и такой, вы как до сюда доплыли? Это же точно такие же дельфины, как у нас. А тут есть индивидуализм в этом плане, это прикольно. А мне вот интересно, как они это рисуют. Они сначала типа вот на плитке рисуют, да? А огромную плитку находят где-то. Нет, из маленьких плиток это. И потом там они полностью вот так рисуют. потом это как кафель, они И на потом стену. его ломают по кускам, чтобы транспортировка, оно типа более Нет, легче было. Потому что огромное вот это транспортировать типа невозможно как-то. И поэтому они по кускам вот так ломали и в ведро вот так собирали. И потом его вот как так... пазл собирают. Да, и потом обратно вот так собирали. Да, и интересный подход. Мне нравится, Нюргун рассказал всю историю конкретных людей. Они потом заехали, попили чуть-чуть, посидели, потом Ну, типа, прикинь, бензин залили. огромную штуку как транспортировать? Братан, я думаю, это вот выкладывается плитка. То есть, представь, если выкладывать плитку по контуру, как будто ты карандашиком уже сделал себе основу. А дальше поверх ты уже красишь. И либо- Нет, сначала так вставлять, а потом красить, что ли? Как пренебрежительно, господи. Тогда все, мы это убираем. Правильно делали, что сносили, правильно? Это что, сложно, что ли? Я думал, типа, есть какой-то художник, он где-то в ауле живет, и потом он такой, у него огромные плитки есть, он сам и рисует, а потом какой-то, типа, пришел депутат, или какой-то пришел, и он такой, я хочу тебе эту картинку купить. И он такой, да, я тебе продаю, возьми. И потом такой, а как я буду транспортировать буду? И потом они очень долго думали, как это делать, а потом он такой, давай, по кускам так сломай, и обратно там собирай. Они такие, давай. Теперь я историю двух людей услышал. Я конкретный диалог услышал двух людей. Это как это было бы прикольно, как NFC? NFC? Ну, типа NFT. Да, типа NFT. NFT. Это же, блин, Прототип. Да. Вот вы идете по обычному советскому городу, унылому, скучному, и бац, у вас выходит вот такая мозаика, и как-то ваше сердце, как-то она станет лучше, там, приятно. Следующая тема – это ташкентский сейсмический модернизм. Сейсмический модернизм Устойчивость к землетрясению. землетрясение, да. После 1966 года именно в Ташкенте начали строить модернистические здания. Типа шарики, да? Нет, они более безопасны во время землетрясений. Они могут выдерживать даже... Снизу дома сваи, они как шарик.
типа они круглые, чтобы землетрясение, когда идет, это шарик вот так шатается, и дом не падает. Алматы же так делаешь же. Да. Ну, типа, сваи вот так идут, и там вот это, оно вот такая гладкая. И когда землетрясение, оно вот так, типа, шатается, как шарик вот так шатается, и оно, типа, не падает, типа, держит дом. Интересно, ну я так глубоко не заходил. Я думаю, речь сейчас над землей, а не под землей сейчас, да? Да, там сейсмопояс, разные там свои инструменты есть, как сделать здание, чтобы оно выдерживало там 9 или 10 баллов. И получилось вот такие вот здания именно в Ташкенте есть своя черта советского модернизма, свое направление даже, можно сказать. Это гостиница «Узбекистан». То есть гостиница «Узбекистан» как раз-таки из-за этого и была сделана в такой форме, как сейчас. Да. И само здание, инженерное строение, возможно, какие-то ГОСТы по бетону улучшенные у них намного. На архитектуру это сильно повлияло, особенно сейсмики города. Да. Например, до этого, вот сейчас Государственный музей Узбекистана есть, там это цирк. Это цирк, ага. Да, вот Государственный музей Узбекистана, история Узбекистана. Очень красивое вот здание. Это очень красиво. Очень красиво. Знаете, там еще нижние этажи заходят внутрь, как будто он висит. И это напоминает Висит еще дома, какой-то космические какие-то элементы есть, еще восточными орнаментами. Это прекрасно, это очень красиво, это еще и функционально. Вот, мне вот самое нравится, что как будто бы во главу угла стояла функциональность, но при всем при этом это все равно получилось красиво. Вот это Да, меня да. Я Сейчас таких не делают. теперь понял, почему типа, здесь высокие дома нету. Оказывается, ну, типа, из-за землетрясения. Да, все. Ташкент находится вот в поясе половинка Луны, где много происходит землетрясений в мире. Ташкент тоже в эту точку Поэтому все входит. пятиэтажные дома, да? Да, девятиэтажки тоже есть. Их начали строить вот после 1966 года и как сейсмически сделано. Это музей очень прекрасный, я его люблю. Я прям, не знаю, обожаю это здание. Есть еще у нас здание Чарсу, рынок. обожаю. Нет, это кинотеатр Аль-Шернавои. Он тоже... Вот, Это кинотеатр? Это какой-то брутализм, понимаете, это атмосфера, там никаких окон. Это как будто вы пришли в каком-то постапокалипсис, какой-то промышленность тут тоже есть. Извините, что это за здание сейчас? Это кинотеатр Аль-Шернавои. Кинотеатр. Это как будто в то время археологам все вот это дали, типа, делайте то, что хотите. Да. И археологи друг с другом вот это, типа... Архитекторы. Архитекторы. Для них, наверное, уже даже вот это было, конкуренция была, наверное, друг с другом. Кто круче Мне еще интересно- построит, интересно. Думаю, да. Мне очень интересно, почему ты сказал, тут окон нет, я просто не обращал внимания, там действительно окон нету. Да, это, Мне кажется, ну, это- это брутализм, это еще и зал же кинотеатр. Первый Там свет. окна как такового не нужны. Я думаю, там был первый в Советском Союзе казино. Еще интересно для меня, насколько это свежая фотография в том плане, этот кинотеатр все еще функционирует. Да, он в таком же виде. А входная группа, то есть так, что типа вот такие-то фильмы у нас будут показываться. То А есть, там и типа... «Мстители 2» показывают? Это входная часть чуть-чуть левее. все, Есть понял, отдельный да. корпус, потом оттуда сюда заходит. Потому что я подумал, это было бы очень прикольно, что типа здание настолько красивое, что мы даже постеры не будем афиши вешать, типа. Это прикольно. Типа это люди, прикольная приходите, идея, у да. нас по-любому этот фильм есть. А там просто голливудские «Мстители 2» показывают? Вот такие фильмы? Типа да. Да? Да, можно новый, свежий, зарубежный и узбекский фильм Классно там было бы, посмотреть. если только узбекские фильмы показывают. Да, были там даже хорошие. иногда плов раздают. Это ташкентский сейсмический модернизм, понимаете? Прикольно было, когда Без ты плова не приходишь, обойтись тут. вместо попкорна у тебя тут плов просто. Да. У нас сейчас здание есть, здание в виде лагайна, плова. Вот следующее здание у нас. Это рынок, который, да? Да, это рынок Чарсу. обожаю Такой купол очень красивый. В восточном стиле. Это тоже ташкентский сейсмический модернизм. Но у нас есть такая проблемка с этими зданиями. Местное население, большинство местных населения не понимает красоту, скажем, советского модернизма или ташкентского модернизма, брутализма. И говорят, сносить надо. И наши хакимы тоже многие, они недавно снесли Дом кино. Дом кино тоже был такой достопримечательности архитектуры. Вот. Они думают, что для них это кажется как-то некрасиво. Нам нужна помпезность, нам нужно
арки, нам нужны золотые купола. Вот такие вещи, ну, как-то, люди скажут, ну, старье, что держать. Но на самом деле в этом есть своя красота. Если бы я не знал, что Чорсу это рынок, и проезжал бы мимо, я бы ни за что в жизни бы не подумал, что внутри сухофрукты и... Все. Все. Да, то есть я бы Еда. никогда бы не подумал, потому что со стороны это выглядит так, это, ну как это, космостанция какая-то, Да, то есть типа да. очень красиво. Обожаю Чорсу. Как Чорсу будто much love. отсюда можно сделать телепорт. Когда туристы приезжают в Узбекистан, они первым делом едут в Бухару, в Самарканд, в исторические места, либо в Хиву. Узбекистан является, скажем, колыбелью оседлых тюркских народов. В каком-то смысле именно в Бухаре, Самарканде тюрки оседлились, построили свои города. Не кочевые, да? Да, а в Ташкенте таких исторических достопримечательностей нету. Но мне кажется, что есть потенциал архитектурного туризма, можно продавать это тоже, потому что есть люди, которые именно увлекаются архитектурой и из одного здания могут ехать в какую-то дальнюю часть мира. Такую тоже вещь надо продвигать, думаю. Я бы вот, не знаю, вот Пепси. Вот им нужно, ну вот не так агрессивно, а вот они же могли бы интегрировать условно свой брендинг как-то вот через мозаики те же самые или как-то Это более еще хуже красивее. было. Это еще хуже Мне было. кажется, Они это все было вот бы- эту Нет, штуку они это взяли бы, делают. Пепси. Да, делают? Да, у А. нас есть, ну, типа, стены, которые, ну, то есть это некая коллаборация, типа, вместо фольклора они что-то берут, некий образ, и его там под свой цвет, под свой брендинг они перебирают и красят да, стены. но То, если... что мы видели там Пепси, вот так было просто. Да, ну сейчас в обществе, в интернетах, в Инстаграме обсуждается, что вот такие агрессивные рекламы надо убирать из города. Плохие кейсы, когда бизнес берет старое здание культурного наследия и говорит, что типа мы сделаем тут лучше, и делают, все портят. Например, в Бикабаде у нас есть дом культуры, которому чуть меньше 100 лет. А у нас есть Хавас такой, супермаркет Хавас. Вот они взяли и поставили огромными баннерами в периметр поставили, и исчез Дом культуры. Они должны были бы выявлять, наоборот, свои черты этого здания, как-то показать, что это историческое культурное наследие. Они все, везде там сейчас баннеры. Вот такие тоже кейсы есть. Иногда бизнес очень плохо работает с этим. Недавно увидел, что в России есть город, где есть прям законодательно согласованный, не знаю, бренд-бук, как это называется. Типа, что вот любой контрагент, который заходит, он должен четко там под старину это все сделать. да. Условно, тот же Хавас мог, зайдя в Бикабад, в это здание, сделать просто под 20 век, под начало 20 века. Было прикольно, мне кажется. Да, мог бы. Но... Кстати, у нас в Якутии тоже вот эта агрессивная реклама, везде вот так было. И потом Лебедева позвали. Лебедева? Да. И он все круто А сделал. он после этого такой стал? Да. волосы синие из-за холода. Да. Он приехал и очень круто сделал. Ну, прям, красиво сделал себя. Ага. У него культурный код заказали. Ну, вы потом узнаете, сколько он получил, потом офигеете. Я бы вот так хотел бы разрекламировать свой город. Хотя это не мой родной город, я родился в Бухаре, но больше половины своей жизни я провел в Ташкенте. И зову всех, посмотрите достопримечательности Ташкента, вы можете увидеть Дружба много народов? интересного. Да, это дворец дружбы народов. Посоветую просто поближе подойти к зданию и посмотреть наверх. Это очень красиво. Я теперь понял. Вот ты же сказал, что районы вот белорусы сделали, вот москвичи Да-да-да. сделали. Потому что я здесь в этом каком-то районе здесь был, и я ходил, и я такой, как будто я в Москве у себя на районе. Когда я там жил, у меня район ровно такой же был. И оказывается, может быть, это Тоже район, узбеки, да, везде? Типичная Москва. Да, но я ходил, и прям просто Москва была. Ну, спальный район Москвы. Ты по ценам имеешь в виду? А? Ладно. Подожди, а какой-нибудь еще район, в каком ты городе был, как будто бы? Здесь я в Ташкенте ходил,
я не знаю, какой район, просто ходил, просто я смотрел, и как будто я в Москве вернулся у себя в районе. В Узбекистане очень много достопримечательных мест. Можно исторические вещи посмотреть, можно даже экстремальный туризм у нас есть. Есть каньоны в Каракалпакстане, есть у нас тоже степи есть, у нас есть Заминские горы. Как в Казахстане говорят, вторая Швейцария. Мы же любим там вторая что-то. Вот такие места тоже у нас есть. У вас тоже вторая Швейцария получается? Да, да. Я ищу третью Швейцарию. Нигде нет третьей Швейцарии. Кто-то говорит, я седьмая Швейцария. Кто-то- Нет такого. Нужен рейтинг, мне кажется. уже Я добавить. нигде не слышал, кто-то говорит, мы вторая Якутия. Мне кажется, даже в Якутии этого никто не говорит. Ладно, ребят, на этом все. Да, спасибо за то, что пришли. Да. Спасибо всем, ребята. Да, Арахмед. Ребят, подпишитесь на YouTube канал, ставьте лайки и оставьте комментарии. Комментарии очень интересные. Арахмед за то, что лайк поставили. Спасибо. Да. Ага. Простите, сейчас. Мой друг, уважаемый, пожалуйста, ты же сейчас в ютубчике все равно, да? Зайди на мой ютуб канал, посмотри мой сольный концерт, он называется Life and Central. Я надеюсь, тебе понравится. Какое название? Как? Life at Central. Как? Все там, все в этом Life сольном концерте. Life at Central. Интересное название. Почему? Life at Center. Почему никому не нравится это название? Давай посмотрим, почему так называется. Даже англичане говорят, ну, назови на казахском, зачем?